Добрый вечер всем, мои дорогие. Дайте обратную связь, как меня видно и как меня слышно. Дайте, пожалуйста, обратную связь, и будем начинать наш прямой эфир. Очередной прямой эфир. Что-то у меня голова обрезана. Голова обрезана. Одну минутку. Добрый вечер, мои дорогие. Дайте обратную связь, как меня видно и как меня слышно. Пока я чиню свою голову. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как видно и как слышно. А мы чуть-чуть приподнимем камеру. Подрос. В какой-то момент я подрос. Все. Теперь будет все в порядке. Хорошо. Вот она, какая картинка. Слышно? Слышно, это хорошо. Рад, что вы меня слышите. Ну что, 28 апреля, конец месяца. И самое время провести наш традиционный NLP-эфир и поотвечать на ваши вопросики. Пока народ собирается, можете писать свои вопросы. И нормально? Нормально? Что нормально? Нормально слышно? Слышно должно быть очень хорошо. Мы сознательно работаем над звуком, чтобы вашим ушам было приятно слушать. Так, какие у нас новости? У нас на новом канале стало уже 600 человек. И это не может не радовать. 600. Сейчас посмотрим, сколько. 603. Благодарю всех, кто к нам присоединяется. Напоминаю, что прямые эфиры мы перенесли с основного канала на этот запасной, дополнительный. И теперь мы будем общаться вживую здесь. Прямые эфиры на этом живом канале у нас выходят по четвергам в 20:30. Регулярные эфиры. Ну, а дальше как пойдет. Возможно, будут выходить и в другое время. Жду ваших вопросов и будем начинать. Что у нас с картинкой, друзья? Звук я увидел, что нормально. Что с картинкой? Так, пока вы пишете свои вопросы. У нас был вопрос на другом канале, на который я обещал ответить. Сейчас я его найду. Так, Наталья нам написала. Не могу настроить себя сесть за руль после 10-летнего перерыва. Вот какой вопрос у нас есть интересный. И как же на него ответить? Самое главное. Самое главное, как на него ответить. Ну, во-первых, нужно вспомнить, как это было. Как это было, и нужно уточнить причину, а почему вы перестали. Почему вы перестали водить автомобиль? Может быть, вы попали в аварию. Может быть, и после этого перестали водить. Может быть, вы просто, не знаю, продали машину, после этого перестали водить машину. Может быть, вас кто-то раскритиковал, и вы после этого перестали водить машину. Ольга пишет: здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Дорогие друзья, давайте все дружненько напишем, из какого вы города смотрите нас. Как ваше настроение, оцените состояние свое от 1 до 10, и мы будем продолжать наш прямой эфир. Так вот, отвечая на вопрос. Что можно сделать? Во-первых, нужно вспомнить, как это было. Во-вторых, простой банальный совет. В этом случае можно просто тупо или умно взять несколько уроков с инструктором.
Это же не значит, что вы 10 лет не водили. Знаете, человек может чему-то не научиться, но если он уже научился, как говорится, тело помнит, да, то есть есть такое понятие, как и мышечная память, и вообще навык формируется. И никто вас не заставляет сразу завтра пойти и сесть за руль. Возьмите несколько уроков с инструктором, и все у вас получится. Другое дело, если вы после какой-нибудь аварии, к примеру, перестали водить машину, то здесь нужно немного поработать со страхом. Какая здесь поможет техника? Здесь поможет техника визуально-кинестетическая диссоциация, либо еще ее называют техника работы со страхом, называется кинотеатр. Вы это можете вполне сделать, у нас на канале есть эта техника, хотя, возможно, пора ее перезаписать в более хорошем качестве, с более толковым объяснением. Вижу, пошли комментарии. Воронеж, 10, хорошо, отлично. Я очень рад, что у вас 10. Ребят, давайте пишите. Пишите, я еще на секундочку отвлекусь. Мне нужно еще одну надстроечку сделать. Буквально это займет у меня, меньше 20 секунд. И я снова с вами. Хорошо. Надеюсь, что на первый вопрос я ответил. Кстати, друзья, почему-то не было вопросов в течение недели. Мы договаривались с вами, что вы будете в комментариях под предыдущими эфирами писать вопросы к следующим эфирам, чтобы я мог на них чем можно более развернуто ответить и, как говорится, подготовиться. Подготовить план, чтобы это было все не спонтанно, хотя спонтанно тоже хорошо. Но если я вижу ваши вопросы заранее, то я могу подготовить более развернутый вопрос, точнее ответ на вопрос, чтобы было более понятно. Но тем не менее, будем продолжать. Жду ваших сейчас вопросов, что вам актуально прямо сейчас. Напишите, для меня важно сейчас вот это. И будем разбираться, как с этим поработать, как это поправить с точки зрения нейролингвистического программирования и как это поправить с точки зрения психологии в целом. Поэтому жду вашей обратной связи. И будем начинать уже нашу активную часть, где я в живом формате. Кстати, напишите, пожалуйста, сейчас еще в комментариях. У нас есть такая опция, что мы можем организовать, не на этом эфире, уже скорее на следующем, можем организовать. Мы уже делали такую практику, что вы можете звонить в прямой эфир и задавать свои вопросы. В принципе, это работало неплохо. Мы можем это возобновить, если вам такой формат тоже подходит. Такая практика была, и в принципе у нас это получалось достаточно интересно. Ну и давайте знакомиться. Напишите, кто вы по профессии, чем вы занимаетесь. Если вам не хватает информации обо мне, то можете задать вопрос обо мне. Тоже расскажу. Я придумал. Когда у нас не будет вопросов, я буду рассказывать что-нибудь о себе. Так. В нестрессовый момент пришел страх о смерти близкого. Возник вопрос в голове. Почему я вообще об этом подумал? Мысли начали учащаться. И есть мнение, что Вселенная может услышать. Произошла зацикленность. Смотрите, давайте без всякой мистики будем здесь разбираться с этим вопросом. В любом случае мы переживаем о наших близких так или иначе. Переживаем мы и все. Если это действительно наши близкие люди. И тут, понимаете, каждый человек живет какое-то определенное количество лет, да, и в принципе от нас это не сильно зависит. Да, это зависит от наших привычек. Если мы будем следить за своим здоровьем, то мы проживем дольше. И то не факт. Если мы не будем следить за своим здоровьем, то мы проживем меньше. Но также могут случиться какие-то вещи, которые от нас не зависят. Кирпич, там на голову упадет, подскользнулся, упал, и так далее, да, могут случаться неприятные, несчастные случаи. Так вот, если вы об этом думаете, то понятно, что рано или поздно вы этого дождетесь, да. Если вы об этом начали думать сейчас, то не нужно
увязывать ваши мысли с тем, что по-любому произойдет, да, то есть, ну, наши близкие умирают, да, есть такое дело, это правда жизни, и мы когда-нибудь умрем. И здесь такая история, что мне кажется, что вы будете, как будто создаете себе убеждение, да, что вот, значит, я начал об этом думать, и если мой там близкий человек умрет через 5 или 10 лет, то это я себе надумал. Это я надумал и приблизил смерть. А он бы мог прожить 11 лет или 20 лет. Да? Но эти вещи вообще не зависят. Вот вообще не зависят. Жизнь другого человека зависит в большей степени от него, чем от вас. Поэтому, что можно сделать? Я предлагаю технику работы с субмодальностями. Когда вы думаете эти мысли существуют у вас в голове в виде звуков, в виде картинок и в виде ощущений. И вам нужно обратить внимание, как вы себе это представляете. И здесь банальная техника смены субмодальностей. Вы можете запечатлеть у себя в голове вот эту картинку, как она у вас выглядит. Ваша мысль, она выглядит как? Если там какой-то внутренний голос, если там какие-то другие звуки, если там картинка, если там ощущения. И вы можете поработать с этой картинкой, ну, для начала с приближением и удалением. То есть вы можете начать эту картинку удалять от себя своим мысленным взором, как вы ее видите, внутри себя воспроизводите. Вы ее можете приближать и обращать внимание на свои ощущения. Если вы приближаете и страх увеличивается, то, соответственно, нужно отдалять. Если вы отдаляете и страх увеличивается, то нужно, соответственно, приближать. То есть здесь нужно поработать. Удаление, приближение, четкость, размытость. Можно бы делать цветную, черно-белую, а можно, так, обычно очень хорошо срабатывает, немного отдалить, сделать ее черно-белым, а потом вообще превратить в выключенный экран, и все, и он куда-то растворяется. Обычно это так хорошо работает у большинства людей. У вас могут быть какие-то особенности, которые вам нужно для себя прощупать. То же самое происходит со звуками. Если в этом вашем представлении есть звуки, пробуйте делать эти звуки громче или тише. И, соответственно, наблюдайте за тем, как вы реагируете. Если ощущение страха и волнения, тревоги начинают усиливаться с увеличением звука, то, соответственно, его уменьшайте. Если наоборот, то, соответственно, делайте наоборот. И будет у вас счастье. Это самое простое, что вы можете делать. И зацикленность вашу нужно разбивать. Да? Вот у нас на основном канале вышел хороший выпуск про работу с убеждениями через технику вопросов, да, где мы выписываем свои убеждения. Вы можете взять свое убеждение и задать вопрос, а почему это не так? Да? Как я это придумал вообще? Может ли быть по-другому? Ну и так далее. Вот список вопросов есть на нашем основном канале. Я подкреплю сюда ссылку. Кстати, вот буду записывать, какие ссылки. Какие ссылки подкрепить к эфиру, что посмотреть. Так, вижу Московская область, город Клин. Хорошо, друзья. Можете... Так, ВФГ, я ответил на ваш вопрос. Доступна техника работы с субмодальностями? Понятно, что нужно делать? Или пояснить еще? Понятно или непонятно? Ну, смотрите, во-первых, тревожиться о близких это нормально, да? То есть вопрос в том, сколько процентов времени это занимает. Здесь вам нужно немного покалибровать себя и обратить на это внимание. Хорошо, друзья, давайте следующий вопрос. Или сейчас начну опять рассказывать какие-нибудь байки о себе. Буду не на ваши вопросы отвечать, а рассказывать о себе хорошем. Давайте все дружненько напишем, что меня волнует прямо сейчас. А напишите, кто у нас впервые на прямом эфире. Напишите, кто у нас впервые на прямом эфире, тоже будет интересно узнать. Так, в голове нет картинок, ни звуков, просто тревожность. Хорошо, а тревожность появляется... Хорошо, вот очень хорошо, что вы это написали. Расскажите сейчас мне, как вы понимаете, что у вас тревожность
от того, что вы думаете о том, что смерть, о том, как вы понимаете, что у вас тревожность от того, что с близким может что-то случиться. Вот я сейчас буду вас разубеждать, что у вас, вы говорите, что у вас нету картинок, ни звуков, просто тревожность. Как вы понимаете, что ваша тревожность связана именно с вашими мыслями? Ваши мысли существуют в виде чего? Многие люди, на самом деле, вот когда начинают НЛП изучать, они просто говорят мысли. Но очень сложно бывает порой некоторым людям у себя внутри заметить, что мы преимущественно думаем звуками, картинками и ощущениями. Попробуйте понаблюдать за собой. Ну, иногда еще у нас есть дигитальный канал, да, когда мы думаем словами, там, условно, внутренним голосом, внутренний диалог ведем. Тоже такое может быть. Так, Елена у нас первый раз на прямом эфире. Елена, тогда ждем еще и от вас вопрос, что вас волнует больше всего и почему вы здесь. Почему вы здесь и какую пользу вы хотите получить от этого прямого эфира. Ребята, еще было бы очень круто, если бы вы назывались именами. Не писали какой-то ник, который тяжело выговорить, ВФГ, а написать, ну, пусть это даже будет не настоящее имя, ну, там, не знаю, Семен Семенов будет. Это проще запомнить, во всяком случае, мне, и проще произнести. Я впервые на эфире. Я понял, Елена, что вы впервые на эфире, и наверняка вы здесь не просто так. Наверняка вы хотите какую-то получить непоправимую пользу, и у вас есть такая возможность задать вопрос. Я, если нужно будет, задам уточняющие вопросы и постараемся помочь вам выйти из вашей ситуации, либо найти какое-то решение. Хорошо. Так. В последнее время, когда вижу его, начинается автоматически тревожность из-за того, что тогда пришла эта мысль, и потом неоднократно повторялось это состояние при виде его. Так вот, сейчас я попрошу вас сконцентрироваться и понять, как это у вас внутри происходит. У вас есть тревожность, и у вас есть этот человек, за которого вы переживаете. Что внутри вас происходит, когда эта тревожность появляется? Вы просто не успеваете заметить и осознать, что что-то там у вас внутри происходит. Либо вы рисуете какие-то картины, либо вы просто, может, проговариваете что-то внутренним голосом. Потому что мысль, она существует в виде чего-то. Постарайтесь это заметить. Вот когда вы это заметите, вы сможете с этим легко поработать. Так, 3. Что значит 3? 3. Очень рад. Я задал какой-то вопрос, на который вы ответили 3. А, вы третий раз, наверное, Валентина. Супер. Как оставаться спокойным и уравновешенным в любой ситуации? Невозможно оставаться спокойным и уравновешенным в любой ситуации. Да? У нас есть эмоции. Наша лимбическая система, да, которая отвечает за эмоции. И наши эмоции — это реакции на то, что происходит снаружи. И, соответственно, вам нужно либо менять отношение к тому, что происходит. Ну, допустим, для одного человека, когда его критикуют, как с гуся вода, а для другого человека, когда его критикуют, это очень тяжелая травма. Все зависит от того, как он к этому относится. Кто-то относится к критике как к обратной связи. Знаете, есть в НЛП такая пресуппозиция: нет побед и поражений, есть обратная связь. И к любой обратной связи человек относится именно как к обратной связи. Обратная связь, она безэмоциональна, она просто дает нам понимание, делаем мы что-то так, как мы делаем мы что-то правильно в достижении нашего результата, либо неправильно. И вторая часть, о которой я говорил, это наши реакции, которые мы контролировать, не можем. Мы можем контролировать только наши отношения к той или иной ситуации. Поэтому в любой ситуации вы не будете находиться одинаково в спокойном и уравновешенном состоянии. Дальше. Что еще? Еще есть такая история, как наши ценности. И когда наши ценности задевают, мы, конечно, начинаем испытывать, когда нашим ценностям что-то угрожает. Когда нашим ценностям что-то угрожает, мы начинаем испытывать
неприятные ощущения, неприятные эмоции. И здесь нужно работать над собой. Вот вы в момент не научитесь. Вы в момент не научитесь. Если вы готовы потратить там полгода, год своей жизни для того, чтобы научиться реагировать на какие-то вещи по-другому, то да, вот тогда все каналы по саморазвитию, книги по работе с эмоциями, начните изучать эмоциональный интеллект, ну и так далее. И тогда эффект будет. Если вы ищете какого-то одного ответа, то спешу вас разочаровать, что такого не бывает. Здесь же все зависит от ваших личных особенностей, на что вы реагируете, как вы на это реагируете. Опять же, для одного человека получить критику за счастье, а для другого человека смерти подобно. Поэтому здесь нужно вам, во-первых, что я порекомендую, выписать вообще список тех ситуаций, на которые вы реагируете, ну, скажем так, критично, когда вы чувствуете себя неуравновешенно и неспокойно. Вот прям списком выпишите все те ситуации, которые выбивают вам почву из-под ног. А потом начните каждую ситуацию анализировать, задавайте вопросы, действительно ли это так страшно, действительно ли это так неприятно, как это есть на самом деле. Если вы нашли какую-то реакцию, которая прям, ну, задайте себе вопрос, а почему я так реагирую? Могу ли я реагировать по-другому? Реагировал ли я когда-нибудь по-другому на подобные ситуации? И все будет становиться на свои места. Наталья, напишите, ответил ли я на ваш вопрос. Напишите, пожалуйста, ответил ли я на ваш вопрос. И ждем дальше следующих вопросов. Ждем следующих вопросов. Тем временем, пока мы ждем следующих вопросов, я напоминаю, что на нашем основном канале, который называется Юрий Пузыревский, НЛП тренер, все так же продолжают выходить новые выпуски. Также у нас есть канал про коучинг, это канал для экспертов. Если вы занимаетесь коучингом, либо хотите познакомиться с этой профессией, вам там будет полезно и интересно. Ну и этот канал, я его называю живой канал, канал с живыми эфирами. На этом канале только прямые эфиры, только работаем вживую, никакого монтажа, все как есть. Так, Наталья написала, что да, ответил. Ну, если Наталье мы ответили, то ждем следующего вопроса. И я напоминаю, что вы можете, во-первых, подписываться на этот канал, во-вторых, ставить лайки и распространять эти видеоролики среди тех людей, кому вы считаете, они потенциально могут быть полезными. Это важно. Давайте постараемся чем можно быстрее на этом канале собрать 1000 или даже больше зрителей, потому что для меня это важно. И напоминаю, что встречаемся мы по четвергам, но, возможно, перенесем прямые эфиры на среду. А еще у меня есть идея, правда, это будет не каждые выходные, может быть, делать прямые эфиры в дневное время в смысле по Москве, в выходной, допустим, чтобы больше людей могло присутствовать, потому что многие люди живут в других часовых поясах. И они пишут, что, ну, как бы поздновато, 8:30 по Москве, у кого-то там уже за полночь. Поэтому этот момент тоже рассматриваем. Ну что, друзья, жду ваших вопросов. Как-то у нас сегодня с вопросами грустно с вопросами, и вы всю неделю не оставляли никаких комментариев. Это значит, что, в принципе, все хорошо у вас, никаких проблем нету, и вам не нужна моя помощь. Возможно, мне стоит завести кулинарный блог и не тратить свое время на создание контента и общение с вами. У меня магазин, упали выручки. Рассказала продавцу, как работают цыгане. Увидела ваше видео. НЛП не очень экологично, но работает. Учусь сама подстройке. Смотрите, Елена, НЛП не экологично, если его не экологично использовать. Я знаю, что есть люди, понимаете, вот каждый тренер НЛП преподает по-своему. Я, допустим, преподаю НЛП как, прежде всего, инструмент для понимания себя, изучения себя и как помочь себе. Уже во вторую очередь это инструменты эффективной коммуникации, психотерапии и так далее.
Есть тренеры, которые преподают NLP только в контексте манипуляций, влияния, там, продаж и так далее. И здесь большая беда. Большая беда заключается в том, что человек, который не понял себя, он не может понять другого. А тот человек, который не может понять другого и не понял себя, будет, скорее всего, все техники NLP использовать не экологично. Не экологично — это значит, будет вредить другому человеку. И, на мой взгляд, некоторые специалисты в области NLP похватали вершки из этой большой технологии и, соответственно, не уходя в глубину, дают эту технологию, ну, скажем так, простыми скриптами, простыми какими-то заготовками словесными. И что происходит? Во-первых, вокруг NLP происходит очень много негативного флера. Во-вторых, появляется много травмированных людей. А в-третьих, ну, и для самого манипулятора это не экологично порой, потому что он не знает, на кого он нарвется и к чему приведет его манипуляция. Поэтому мое видение такое. Сначала научитесь управлять собой, а потом начинайте делать что-то с другими людьми. В этом добрый вечер, добрый вечер. Я считаю, что подстройка — это самая экологичная техника. Если вы подстроены, значит, вы создали бессознательное доверие. Если вы создали бессознательное доверие, то, значит, вы можете вести экологичную коммуникацию. Мы и доверие создаем для того, чтобы не насиловать другого человека, не к чему-то его склонять, а для того, чтобы с ним договориться. Договориться, понимаете? Можно человека к чему-то склонить, а можно договориться. Это две большие разницы. Поэтому, если говорить про экологичность, ну, во всяком случае, я считаю NLP самой экологичной технологией. Если вы со мной не согласны, Елена, то объясните, что вы понимаете под словами «не очень экологично». Лидия, добрый вечер. Добрый вечер. Периодически мне приходится выступать в виде адвоката этого направления. Вообще NLP изначально создавалась как модель для моделирования, да? Как научиться делать то, что умеют делать другие, и понять, как они это делают, и что на это влияет. То есть, как модель переноса навыков, я вот так назову. Потом оказалось, что можно очень много навыков психотерапевтических создать и моделей создать с разных специалистов и научить этим моделям других. Ну, а некоторые люди, которым актуально другие вещи, продажи, к примеру, там, манипуляции, пытались брать вот это. И так и взяли. NLP, эмпатия для меня. Ну, смотрите, как можно создать эмпатию не экологичную? Вы или человеку доверяете, или не доверяете. Тут другого не дано. Вот чем мне еще нравится NLP, что здесь все намного проще, чем нам кажется. Доверие или есть, или нету. Мы его либо создали, либо не создали. Создавать неискреннее доверие, другой человек это будет понимать и чувствовать. Поэтому здесь такая история. Здесь такая история, что есть инструмент, а как им пользоваться, каждый выбирает сам. Есть инструмент. Я обычно на своих тренингах, знаете, какую метафору привожу? Я говорю, что вот есть топор, да? Топором можно лес нарубить, дров наколоть, костер разжечь из этих дров, дом обогреть. Можно даже там дом построить с помощью топора, бревна срубить, сложить, там повырубать. А можно палец кому-нибудь отрубить. Один и тот же топор. И совершенно разное применение. То же самое с NLP происходит. Есть инструмент, а кто его и как использует, это уже личная ответственность. Поэтому так.
Так, какой-то у нас комментарий интересный прилетел. Сейчас у меня подгрузится. У меня подстройка получается сама собой. Я не понимаю, как, но люди сами располагаются ко мне. Единственное, что не могу такой же результат воспроизводить в компании, например, из 4 человек. А там, ну, во-первых, очень круто, что вы это умеете делать бессознательно. Хорошо. А когда в компании 4 человека, здесь работают немножко другие механизмы, хотя они очень похожи. Здесь нужно подстроиться под ценности, понять ценности каждого человека и вести свой диалог таким образом, чтобы ваша речь не противоречила ни одному из других людей. И тогда вы заметите, как вся компашка ваша из 4 или даже из 5 человек будет сидеть в крайне похожих позах, как минимум, то есть подстроиться по позам и по жестам. Так, я об этом и говорю, что NLP для создания доверия. Ну да, для создания доверия в том числе. Но в первую очередь, чтобы понимать себя. Чтобы лучше понимать себя. На мой взгляд. Ну, вы же понимаете, что все очень субъективно. Все очень субъективно. Валентина написала «состояние». Состояние — хорошее слово, но не понимаю, к чему оно. Если вы поясните и сделаете более подробный, развернутый либо вопрос, либо вашу реплику, будет намного понятнее и яснее. В том числе NLP у нас для этого и создано, чтобы прояснять реальность. Иногда нужно подтолкнуть. Кого, куда нужно подтолкнуть? Состояние на 3, у меня стресс после расставания. Соболезную. А вы знаете, может, на самом деле все к лучшему. И любой конец — это только начало. С расставания начинается новая жизнь. Расставаться иногда полезно на самом деле. Для того, чтобы понять, что это было полезно, это был полезный опыт. И для того, чтобы ваша жизнь стала еще намного лучше. Еще намного лучше. У Валентины стресс после расставания. Ну, окей. Позвольте этому стрессу побыть. Это тоже хорошо. Это тоже полезное состояние. Иногда нужно попереживать. В этом состоянии очень полезно сделать какие-то выводы. Что я сделал или я сделала не так. А что впредь я буду допускать в отношении себя, а что не буду допускать. Что приемлемо, что неприемлемо, как со мной можно обращаться, как не можно, с какими людьми я буду общаться, с какими не буду. Это тоже очень важные вещи, на самом деле, мои дорогие. Я привык жить из позиции, что любая ситуация нас чему-то учит, чему-то обучает. Другой вопрос, готовы ли мы обучаться. Если мы обучаемся, то мы больше, соответственно, в эту ситуацию не попадаем. А если мы не обучаемся, то мы попадаем в эту ситуацию из раза в раз. Ходим как белка в колесе. Много раз в одну и ту же реку входим. Поэтому очень важно на самом деле всегда давать себе рефлексию. Почему так произошло? Что можно сделать, чтобы такого впредь не произошло? Как я могу действовать так, чтобы было по-другому? Ну и так далее. И в конце концов поставить свою цель. Может, ваша цель была расставание, но вы стрессуете. Мы же этого не знаем. Хорошо, друзья, как ваше настроение, состояние самочувствия? Есть ли у вас еще актуальные вопросы? Я буду вам искренне благодарен, если вот в течение недели вы будете под этим прямым эфиром задавать свои вопросы, чтобы мы делали уже какие-то более целенаправленные прямые эфиры, посвященные какой-то теме, потому что я вижу, что эфиры с ответами на вопросы не так уж хорошо и работают, потому что у вас либо вопросов нету, либо вы стесняетесь их задать. Напоминаю, что вы можете подписаться на канал, поставить лайк обязательно этой трансляции, поделиться с теми людьми, кому вы считаете это может быть полезно.
и приходить в следующий четверг 20:30. Но мы еще не прощаемся, у нас пришел вопросик. Так, в третий раз на эфире прослушала вашу съемку «Как заменить негативные убеждения». Очень понравилось. Вопрос сегодня. Как дисциплинироваться? Это хороший вопрос. Как дисциплинироваться? Сейчас постараюсь на него ответить. Смотрите. Скорее всего, у вас не получается дисциплинироваться, потому что вы хотите сразу дисциплинироваться на 100%. Вот если вы сейчас оцените себя, насколько вы дисциплинированы, давайте по шкале, вот давайте прямо сейчас с вами поработаем. Абсолют ЛП. Напишите сейчас в чат по шкале от 1 до 10, насколько вы дисциплинированы. Напишите. Какая тема будет в другой раз? Вот на самом деле, Лидия, тема будет такая, какие вопросы вы будете задавать. Я же вас прошу, буквально вытягиваю из вас вопросы, что вы после завершения эфира писали под эфиром вопросы. Если вопросы повторяющиеся, либо на какую-то одну тему, мы будем специально делать целенаправленный стрим на эту тему. Предлагайте темы, другими словами, предлагайте темы, и такие темы будут, если я в них компетентен. Потому что, чтобы сделать, скажем так, мини-семинар, мини-лекцию, да, мини-мастер-класс на какую-то тему, нужно тоже время, чтобы подготовиться, и нужна сама тема. И здесь, мои дорогие, я двигаюсь от вас. Мне хватает тем на моих консультациях с клиентами. А я здесь передаю вам инициативу в ваши руки. Вот то, что вам актуально сейчас, вы прям после прямого эфира в комментариях пишите. Я буду выбирать, в чем я разбираюсь, что я могу вам хорошо объяснить и рассказать. И на эту тему мы будем создавать эфир. Так, НЛП для меня важно для саморазвития. Хорошо, Абсолют ЛП. Напишите, насколько вы сейчас считаете себя дисциплинированной. Мы с вами сейчас поработаем. Андрей, вижу ваш вопрос, как перестать бояться выступать на камеру. Я на этот вопрос уже отвечал много-много раз. Просто не хочу сейчас тратить время. Андрей, как мы с вами поступим? Я обычно в конце эфира прикрепляю в закрепленном комментарии ссылки на видео, в которых есть ответ на ваш вопрос. И я прикреплю ссылку с прямым эфиром, даже поставлю вам тайм-код, где я конкретно отвечаю на этот вопрос и рассказываю, что лично мне помогает. Потому что я тоже переживаю, тоже волнуюсь. Может быть, это не так заметно, но тоже это волнение. Во-первых, могу вам сказать, чем больше вы будете пытаться от этого волнения избавиться, тем больше вы будете в нем зависать. Вам нужно признать, что это волнение, оно будет всегда. Вот для начала. Угу. Ну вот смотрите, Абсолют ЛП отвечает, что она дисциплинирована на 10 на работе. Окей, так в чем вопрос? А зачем задавать вопрос, если у вас нету такой потребности? Если вы и так дисциплинированы на 10 из 10, ну смысл? Смысл? Для семьи на 10, но для себя лично на 4. А вот сейчас поясните, что это значит? Знаете, из того, что я вижу сейчас, пока по той обратной связи, которую вы пишете, что для себя вы на 4, для семьи вы на 10, для работы вы на 10, и здесь выстраивается иерархия ценностей, что работа для вас и семья важнее, чем вы сами. А теперь задайте себе вопрос, а почему это так? Почему я конкретно, не рассказываю вам там лекцию про самодисциплину, а именно хочу понять ваши ценности.
Здесь получается так, что ценность семьи и ценность работы для вас выше почему-то, чем, собственно, ценность вас самих. И задайте себе вопрос, а почему так? Почему мне важнее работа, почему мне важнее семья, а я на третьем месте? Что я могу сделать? Следующий вопрос. Что я могу сделать, чтобы поставить себя на первое место, либо хотя бы на второе для начала? Как я могу себя немножко в своей иерархии ценностей, себя саму приподнять? Андрей, я прикреплю, я помечаю, я после каждого эфира в закрепленном комментарии подкрепляю те видео, на которые ссылаюсь, это важно. И просто, знаете, есть такие вопросы, на которые отвечаешь почти каждый эфир. Такой вопрос, с чего... Есть ряд вопросов. С чего начинать изучать НЛП? Какие книги порекомендуете начинающим? И как перестать бояться выступать публично? Ну, ваш вопрос, в принципе, с камерой, он тоже про публичные выступления. Вот. На эти 3 вопроса очень часто приходится отвечать, и просто уже устаешь. Поэтому обязательно прикреплю. Так, как узнать, что ты на самом деле хочешь в этой жизни? Вот Ирина. Знаете, я задам вам следующий вопрос. Уверены ли вы, что ответ вас не разочарует, когда вы получите этот ответ? А второй момент, для чего вам это? Задайте себе вопрос, а для чего мне это? Знаете, есть люди, которые очень зациклены поиском смысла жизни. Мне кажется, что смысл жизни, он предельно простой. Чтобы жить и получать удовольствие. Если мы не живем и не получаем удовольствие, то что-то в нашей жизни не так. Тогда нужно поискать, как я могу жить и получать удовольствие. Так, я человек-хаос. Хочу стать системной. Моя творческая часть перевешивает. Ну и ничего в этом нету. Здесь нужно просто, понимаете, я знаю ни одного человека, который слишком системный и говорит, мне не хватает творчества. В моем понимании здесь нужно организовывать команду. Если у вас этого творчества много, вам нужно искать людей, которые будут вам вашу системность подтягивать. Почему я так говорю? Я так говорю, потому что есть определенная предрасположенность, да, есть социальные стили, есть архетипы, которые нам тяжело на самом деле очень сильно изменить. Мы можем научиться навыкам какого-то другого типа личности, но так, чтобы это у нас шло изнутри, это будет через какое-то сопротивление. И обычно мы в этих моментах очень сильно начинаем буксовать. Поэтому, самый простой способ — найти того человека, который более системный, и вам делиться с ним своей креативностью и творчеством, а чтобы он с вами делился системностью. Это оптимальный вариант. Ну или, конечно, если вы такая единоличная, то можете, соответственно, искать человека, который более системный, и начать его копировать. Это самый короткий способ. Найдите человека с тем навыком, которого вам не хватает, и тогда начинайте повторять за ним, и все будет получаться. Так, как в моменте после стрессовой ситуации восстановить эмоциональное состояние? Если это вопрос по теме. Бывает, что остаток уже дня проводишь вяло. Напишите, что за ситуация. У каждого стресс разный. Как не попадать в треугольник Карпмана? Смотрите, чтобы не попадать в треугольник Карпмана, нужно провести хорошую работу над собой. Если вы знаете, что вы в него попадаете, а вы, скорее всего, знаете, что вы в него попадаете, вы попадаете в разных ролях в него, да, и в роли жертвы, в роли спасателя, и в роли преследователя. Находясь в каждой из ролей, задавайте вопрос, какую цель я сейчас преследую, что мне сейчас нужно. Какая выгода моя находиться в этой роли сейчас? Когда вы найдете выгоду, вам нужно искать что-то, что вам будет замещать эту выгоду. Или другими словами,
произойдет взросление. Ну, допустим, если вы попадаете в жертву, начинаете искать себе спасателя и искать себе преследователя, задайте себе вопрос, а для чего мне это? Могу ли я попробовать по-другому жить? Могу ли я не создавать в себе вот эти ситуации? Либо, допустим, если вы спасатель, все время спасаете. Когда вы будете находиться в этой роли, вы задайте себе вопрос. Почему я это делаю? Почему мне это так важно? Почему мне так важно помогать этому человеку? Почему мне так важно находиться в этой роли? Почему мне так важно непосредственно здесь и сейчас находиться в том, что происходит? И когда вы начнете отвечать на эти вопросы, если вы захотите от этого избавиться, то вы найдете способ, только осознав свою выгоду. Почему мне выгодно? Если вы свою выгоду не осознаете, то будете постоянно туда заныривать, будете постоянно туда попадать. Так, добрый вечер. В методиках НЛП часто используется создание визуальных образов и их изменения. Это получается очень плохо. Как можно прокачать эту способность? Спасибо. Анатолий, прокачать эту способность очень просто. Нужно просто развивать немного свой визуальный канал. Что это значит? Как это можно делать? Это самый простой способ, чтобы это делать. Я даю такое простое практическое упражнение. Садитесь в своем помещении, в своей комнате и выбираете один любой предмет. Ну, допустим, вот выбираете стакан. Начинаете на него смотреть. Рассматриваете его, стараетесь запомнить. Резко закрываете глаза и пытаетесь его представить с закрытыми глазами. Представляете его с закрытыми глазами, потом резко открываете глаза и сравниваете, насколько четко вы его представили, в каких деталях вы его представили. Начинайте с простых предметов. Стакан, не знаю, горшок с цветком, ну и так далее. И таким образом, то есть вы как бы себя проверяете. Вы посмотрели, запомнили, глаза закрыли, нарисовали, потом глаза открыли, проверили. Совпало, не совпало. И так много раз. А потом начинаете выбирать какие-то более сложные картины. Когда с простыми предметами разберетесь, начинайте работать с какими-то более сложными. Ну, например, следующий уровень усложнения. Допустим, у вас на столе есть какие-то вещи. Вот как у меня сейчас. У меня есть стакан, ноутбук, мышка, телефон, записная книжка. Смотрите на это все. Закрываете глаза, ну, пытаетесь запомнить, да? Закрываете глаза и не открывая. Тут главное себя не обманывать, подглядывать не нужно. Просто пытайтесь у себя в голове это все восстановить. Потом открываете глаза и проверяете, насколько вы были точны. Ну и так дальше. Можно до бесконечности усложнять себе задачу, и таким образом вы разовьете свой визуальный канал. Окей, а про ценности мне понравилось. Да, вот смотрите, абсолют. Здесь вот какая история. Здесь есть, кроме... У вас есть 3 ценности: семья, работа и я сама, да? Ну, условно говоря, их у вас, конечно, намного больше, но вот вы нам рассказали о 3 ценностях. Вы нам напрямую показали иерархию. У вас на первом месте, скорее всего, будет работа, на втором будет семья, а на третьем будете вы. И вот здесь в иерархии нужно себя каким-то образом поднять. Ценность себя каким-то образом поднять. Каким образом? Вам никто не даст прямого ответа, как это сделать. Но я вам приведу очень интересный пример. Я работал с одним молодым человеком. Он рассказывал, что у него самая главная ценность – деньги. Но с деньгами у него было не очень. А когда мы начали выписывать его ценности, что для тебя ценно и что для тебя важно, он начал выписывать, мы выписали там здоровье, саморазвитие, семья, ну и так далее. Там выписал штук 6 ценностей. И когда я попросил его выстроить иерархию, что на первом месте самым главным, что на втором, на третьем, там, на пятом, на 10, то оказалось, что деньги на самом деле в иерархии, в этой лестнице у него стоят на последнем месте.
А на первом месте у него оказалось здоровье. Хотя наружу он декларировал, что ему важнее всего, ну, деньги и достаток. Поэтому свою иерархию ценностей очень важно периодически проверять и задаваться вопросом, если у меня какой-то результат не получается, на каком месте в иерархии эта ценность у меня сейчас находится. И потом думать, как эту ценность поднять. Обычно это все поднимается на логическом, то есть мы логикой это все поднимаем. То есть мы приходим к тому, или не приходим, мы приходим к тому, что почему, ну вот вы даже можете себе задать вопрос, почему для меня работа важнее, чем я сама. И здесь очень хорошо поможет, если вас не станет, сможет ли, имеет ли смысл работа и семья? Скорее всего, нет, да, вы здесь, ну, я так немного вам даю направление, в какую сторону подумать. Поэтому, задавая себе такие вопросы, вы потихонечку передвинете себя на первое место. И поверьте мне, вы будете совершенно другим человеком. Может быть, вы поднимете свою эффективность для себя там, до 8 баллов, а эффективность на работе и эффективность в семье вы снизите тоже до 8. Ну так, немного уравняете. Это тоже будет хороший результат. Так, окей, про ценности понравилось. Так, бывает на работе сильная негативная встряска. Или техники разные, исходя из ситуации. Ну вот смотрите, Андрей. Бывает на работе сильная негативная встряска. Вас ударило током, это сильная негативная встряска. Не знаю, вы боксер, у вас соревнования, это сильная негативная встряска. Или вы менеджер по продажам, и у вас сорвался контракт, там на много ярдов денег. Это негативная встряска. И в зависимости от ситуации здесь разные методы работы. Ну, вот, понимаете, когда мы говорим обобщенно, мы получаем ответ обобщенный. Вот смотрите, я на ваш вопрос просто отвечу. Нужно работать с техниками управления эмоциями. Какой вопрос, такой ответ. Учитесь задавать вопросы, ребята. Какой вопрос, такой ответ. Чем больше мы обобщаем, такое ощущение, что... Ну, понимаете, что я сейчас, отвечая на ваш вопрос, могу начать рассказывать для электрика, для боксера и для продавца. Это будут разные варианты выхода. Я поэтому и делаю эти прямые эфиры, чтобы общаться с вами, а не давать какие-то общие рекомендации. Спасибо, хотелось бы выйти из этого побыстрее. А что вам мешает? Валентина, что вам мешает сейчас выйти из этого побыстрее? Я обычно на сессиях задаю такой вопрос интересный, когда человек говорит, я не могу, там, у меня не получается. Я задаю вопрос, знаете какой? Он такой коварный на самом деле. Я задаю вопрос, а почему ты не хочешь это делать? Ну, человек вроде как начинает, сначала заходит с запросом, у меня вот это не получается, и когда я понимаю, что он начинает водить меня за нос, я говорю, а почему, ну вот Валентина говорит, хотелось бы выйти из этого побыстрее. Валентина, а почему вы не хотите из этого выходить? Вот он очень странный, он такой коварный, но он немножко поворачивает мысли в другую сторону. Если вы сейчас начнете на него отвечать, то вы очень быстро выйдете из этого состояния. Хорошо. Ребят, как ваше настроение, состояние самочувствия? Хорошо, мы сегодня общаемся. Я понял. Буду первую часть эфира я заполнять минут на 20 какой-то своей темой, а потом у нас народ подтягивается и начинает задавать толковые вопросы. Конь в пальто. Вы поверите, если я скажу, что бывший почти уничтожил меня. НЛП. Я восстанавливаюсь не 1 год. Я девушка. Ну, вы не девушка, вы конь в пальто. Интересное название. Ладно, я шучу. Скорее всего, вы девушка. А может, вы на самом деле тот бывший, который уничтожил какую-то девушку, так как вы не подписали своим настоящим именем. Знаете, я не поверю. Почему? Потому что то, что вы называете НЛП, скорее всего, не является на самом деле НЛП. Я вот так скажу.
С другой стороны, я могу вам поверить. И, скорее всего, у вас, если вы знаете, что ваш бывший изучал НЛП, и он вам сделал очень сильно больно и плохо, то вы считаете, что это из-за НЛП, а не потому, что вы были где-то, может быть, неправы, может быть, где-то вы были недостаточно бдительны. И вы сейчас находите оправдание в том, что это все коварное НЛП. А я бы вам порекомендовал задаться вопросом, что я делала не так. На какие ценности он мне давил. На какие мои психокомплексы он наступил. Как получилось так, что, знаете, вот если так рассуждать, как вы, то я вообще ужасный человек. Я преподаю НЛП уже... Я изучаю НЛП с 2008 года, а преподаю с 2017 года. Вот 17... Я уже только преподаю 5 лет, а изучаю уже... Сколько это получается? 14 лет. Так я вообще уже ужасный человек, я могу разрушить любого человека. Вот не нужно вешать галочку. Знаете, так можно на любого человека повесить. Так можно сказать, что человек, который разбирается в психологии, вообще коварный, ужасный. Да, любой психолог, любой человек, который разбирается в психологических моментах, может использовать их на корысть себе. Это не хорошо и не плохо. Но тут не нужно сбрасывать ответственность, что вот мне такой попался ужасный манипулятор. И тем более это не равно НЛП. Я вот так на ваш вопрос отвечу. Абсолют написала спасибо. Супер. Елена тоже написала информативно. Так что конь в пальто. Даже не знаю, верить вам или не верить. Тут, понимаете, все очень относительно, да? Как сказал Эйнштейн, по-моему. Все относительно. Вот не нужно просто, если НЛП изучают разные люди. Люди хорошие, люди плохие, люди ангелы, люди безжалостные. Но это не значит, что вас уничтожают с помощью НЛП. НЛП это такое же направление психологии, да? Как гештальт-терапия, как психоанализ, как юнгианство, как когнитивно-поведенческая терапия. Ну вот я почему-то никогда не слышал, что чтобы кто-то пожаловался и сказал, меня человек уничтожил с помощью психоанализа, или меня человек уничтожил с помощью гештальт-терапии. Вот такого я не слышал. Ну почему-то вот люди видят слово НЛП, и для них это вот прям ужасное какое-то слово. Вот перестаньте в эту ерунду верить. Если человек изучал НЛП, это еще не значит, что он с помощью НЛП вас уничтожал. Вот так я отвечу. Конь, а вы случаем не Ирина? Вот, начались уже разборки. Ладно, я сегодня работаю каким-то адвокатом НЛП. Зачем я это делаю? Ладно, наверное, это соответствует моей миссии на сегодняшний день, так как я преподаю. Так, да, я дура, влюбилась, он Альфонс. Мне светила очень серьезная карьера. Я на 2 года выпала. Сам делился знаниями. Круто. А при чем здесь НЛП? Если вы влюбились, то при чем здесь НЛП? Если он Альфонс, то при чем здесь НЛП? Если вы приняли решение 2 года не работать там, не заниматься своей карьерой, при чем здесь НЛП? Вот, блин, не могу, хочется матом ругаться. Ребят, вот не нужно все, что плохое связано с вами, все свои неэффективные, находить оправдание своим неэффективным решениям каким-то событиям. Будь то НЛП, будь то не НЛП. Будь то что-то еще другое. А знаете, сколько людей, вот кто занимался, допустим, криптовалютами и погорел, они же точно так же говорят. Вот я поверил или поверила в криптовалюты, что и это секта, и это меня... Вот это то же самое. Вот это то же самое. Это называется механизм сбрасывания ответственности. Я вам, конь, который в пальто, рекомендую просто задаться вопросом, где моя ответственность? Кто за меня принимал решение? Если вы начнете
осознавать, что в вашей жизни принимаете решения только вы, неважно, вам кто-то эти решения советует. Если вы по чьему-то совету 2 года там не занимались собой и не занимались своей карьерой, то здесь это ваша ответственность. Да, этот человек мог оказаться хитрым, но здесь нужно просто тоже немного разбираться в людях. НЛП, кстати, в этом очень помогает. Вы похожи на Рому из группы «Звери». Как вы это определили? Может, это он на меня похож? Знаете, я всегда говорю, что красота в глазах смотрящего. С кем только меня уже не сравнивали на Ютубе, с какими-то вообще персонажами, которых я вообще не знаю. Если я похож на Рому из группы «Звери», то, скорее всего, это в ваших глазах он чем-то на меня похож. Так, вы сами отказались от перспективной карьеры и сделали выбор в пользу чувств. Причем здесь кто-то, и тем более НЛП. Ну вот это то же самое, что я и говорю. Если человек изучал НЛП, это не значит, что человек может этим пользоваться. И знаете, применять разные вещи. Ну смотрите, я знаю, я применяю, я использую. И спросите у моей жены, как ей со мной живется. Ей со мной живется просто прекрасно и чудесно. Просто прекрасно и чудесно. Тут вопрос не в том, что вот просто некоторые люди как будто верят в какую-то магию. Вот если бы вы жили, не знаю, если бы этот человек оказался каким-нибудь эзотериком, который, не знаю, гадает на этот самый, умеет пользоваться магнитной рамкой, там, еще чем-то, вы бы говорили, все, он меня загипнотизировал, он на меня навел там какое-то состояние, он меня там, как это называется, сделал приворот и так далее. Вы бы, вот если бы это оказался такой человек, тут понимаете, что ключевая проблема не в нем, ключевая проблема задача в вас. Почему вас это раздражает? Почему вы не скажете, что это тоже влияет на отношения? Дорогой мой конь, уважаемый в пальто, вот вы мне скажите, а что не влияет на отношения? Вот знаете, чего вы сейчас хотите? Вот я вам сейчас скажу. Вы хотите сейчас, чтобы вас пожалели и сказали, да, какая вы бедная, какая вы ужасная, а какой ваш этот мужчина Альфонс и ужасный человек, он вами воспользовался и так далее, и так далее. Вот этого вы хотите. Вы хотите получить жалость, а я вам этой жалости не даю. А почему меня это раздражает? Потому что вы перекладываете ответственность. А я не люблю, когда люди перекладывают ответственность. Тем более перекладывают ответственность на какие-то вещи, которые к этому не имеют никакого отношения. Влияет ли знание НЛП на отношения? Да любое знание, любой психологической практики влияет на отношения. Все, что угодно влияет на отношения. Но вы почему-то привязались к НЛП и сейчас ищете... Вы же сейчас НЛП изучаете для чего? Может быть, для того, чтобы стать круче, чем он? Может быть, для того, чтобы отомстить? Может, для того, чтобы навести, там, не знаю, дать ему сдачи? Попробуйте поработать с психологом или психотерапевтом. Вот это очень поможет. Вам нужно в себе разобраться в первую очередь, а не обвинять НЛП во всех грехах. Лучше задать себе вопрос, что эти отношения закрывали вас в момент выбора. Что оказалось важнее карьеры? Если бы вы жили 100 лет и умерли в один день, о карьере бы... Так, на отношения влияют только их участники, но не НЛП. Смотрите, друзья, НЛП это знание, да? Это какое-то знание и понимание. Понимание себя, понимание другого человека. Если вы лучше знаете и понимаете другого человека, то да. Знаете, я вот отвечаю на вопрос коня, я же в начале прямого эфира об этом рассказывал, что есть люди, которые там по вершкам что-то там поизучали, что-то там понабирались каких-то внешних там коммуникативных техник, начинают ими пользоваться, а потом получается, что раненые люди и один, и второй. Вот у нас такой раненый конь пришел. Милый конь, идите в терапию, там помогают. Да, я уже об этом сказал. Так, Ольга Ковалева. Нет, я Алена, Кировск. Очень здорово. Теперь мы знаем, что вы не конь. Теперь мы знаем, что вы Алена. Теперь мы знаем, что вы Алена. Очень приятно познакомиться, Алена. Теперь к вам можно
уже и обращаться и по имени. Супер. Ну что, мои дорогие, как ваше состояние, настроение, самочувствие? Что вам еще хорошего рассказать? А еще мне Алена задавала вопрос, как вы сказали, почему вас это раздражает? Меня раздражает, потому что я живой человек, и я могу раздражаться на какие-то вещи. Есть вещи, на которые просто, не хватает спокойствия. Я вам так скажу. Привет, Алена. Привет. Хорошо, друзья. Надеюсь, мы провели это время с пользой. Если в течение 2 минут вопросов не будет, то будем завершать наш прямой эфир. Хочу вам напомнить, что на нашем основном канале выпуски выходят регулярно, раз в неделю, либо по средам, либо по воскресеньям. На этом канале только прямые эфиры, и только прямые эфиры построены на ваших запросах. Поэтому пишите в комментариях после того, как эфир закончится, на какую тему вы бы хотели следующий эфир. Если вы будете писать темы, то на эти темы я буду стараться подготавливать для вас материал, чтобы он был полезным, интересным и разнообразным. Также не забывайте ставить лайки этой трансляции, не забывайте этой трансляцией делиться с теми, кому она может быть полезной. Так, изучаю, чтобы понять, что это было. Не жду от вас жалости, но не ожидала, что вы наедете на меня. Знаете, жизнь — боль. Я тоже много чего не ожидал. А я не ожидал, что вы будете говорить, что НЛП там вас выбило на 2 года из колеи. Я ведь тоже этого не ожидал. Так. Как принять и полюбить себя? А как вы отторгли и разлюбили себя? Как вы это сделали? Так, Ольга и Алена, вы из одного города, получается? Знакомства пошли. Точно, у нас канал знакомств теперь. Как принять и полюбить себя? Это хороший вопрос. Самое простое упражнение на эту тему: раздеться полностью догола, встать напротив зеркала и научиться искренне себе говорить, что смотреть на свое отражение и говорить: я тебя люблю с таким животом, я тебя люблю с такими руками, с такими ногами, с таким лицом, вот я тебя люблю. Что будет происходить? Это на самом деле очень тяжелое упражнение. Его нелегко проделать. У многих начинаются слезы, кто-то не может сказать, у кого-то начинается комок в горле. Но здесь очень важно постараться хотя бы в течение 1 минуты в день, вот так вот, голеньким, перед зеркалом. Очень терапевтично. Там вы столько эмоций испытаете. И через какое-то время вы начнете любить себя. Это прям очень важно. Жизнь счастья. Так, Алена, вы лучше изучайте, чтобы понять, как сделать в будущем свою жизнь лучше. Зачем вы тратите время на то, чего уже нет? Вот видите, советы хорошие дают вам. Хорошие, интересные советы вам дают. Круто. Чем еще полезно зайти на эфир? Тем, что вам еще и участники могут что-то подсказать. Никак нет, я из города Клин. В любом случае познакомились.
Хорошо, мои дорогие. Это было весело, это было интересно. Хотела быть хорошей. Угу. Вот смотрите, по поводу этого упражнения. На самом деле, вот поставьте плюсик, кто его сделает. Я могу сказать, что из 100 человек его сделает 1. Кто действительно может это сделать. 1 минута. Голышом становитесь перед зеркалом и начинаете себе говорить. Здравствуй, можно поздороваться, можно себя по имени назвать и говорить: я люблю тебя, я принимаю тебя таким или такой, какая ты есть. С твоими руками, с твоей там, я про себя говорю, с твоими волосатыми ногами, с твоим там круглым пухлым животом, с твоим кривым носом, с твоим кривым ухом. Я вот тебя принимаю всего такого, какой ты есть, со всеми родинками, со всеми изъянами. И вот каждый изъян, вот прям его нужно проговорить. Да, вот у меня вот такой изъян, вот у меня такой нос, да, вот он у меня, если вы заметили, нос кривой, да, вот он у меня такой, и он у меня один, другого у меня нет. Вот у меня его другого нет. И все. Вот мне его дали один на всю жизнь. Я либо его люблю и забочусь о нем, о таком, какой он есть, либо я его не принимаю и стесняюсь его, и прячу, провожу эфир в маске, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И точно, и вот все, начиная от мельчайших деталей вашего тела. Вот через тело принятие происходит очень хорошо. Угу. Делала неоднократно. Ну, кто делал, те молодцы. Спасибо, друзья, за советы. Может, мне это и не надо. На самом деле, Алена, которая бывший конь, поработайте с психологом, найдите себе специалиста, которому вы будете доверять. И вам это очень хорошо поможет. Возможно, вам и не нужно будет изучать НЛП. Знаете, некоторые люди, получив какую-то травму, идут учиться 5 лет на психолога. Проучившись 3 года, получают ответ на свой вопрос и уходят. А зачем тратить 3 года, если можно пройти там, не знаю, 10 сессий с психологом и разобраться в своей проблеме? Мне кажется, 10 сессий, там это сколько? 2 месяца, условно говоря, работы, и не тратить 5 лет на обучение. Вот такой вопрос. Очень много таких случаев. Ну, знаете, мы как бы любим издалека зайти. Вместо того, чтобы пойти свою проблему порешать, мы начинаем получать профессию. Такое тоже бывает. Поэтому Алена, которая конь, подумайте над этим. Я вас ни к чему не склоняю, просто поищите своего специалиста, который действительно вам поможет. Не пожалейте времени, не пожалейте денег. И вы от этого очень быстро избавитесь. Ну, для примера могу сказать, вы будете самостоятельно искать ответы на эти вопросы в течение лет тех же 5. С психологом вы эту задачу решите за 3-4 месяца, может быть, даже быстрее. Ну, может быть, максимум год. Ну, год и 5 лет разница есть. Если, конечно, не хотите еще 5 лет тратить на то, чтобы не на то, чтобы заниматься своей карьерой, а для того, чтобы разобраться в том, как вел себя тот человек, которого в вашей жизни уже нет. Ну, я вот так отвечу. Так, получилось попасть только на концовку эфира и уже взяла полезное упражнение для себя. Наталья, я ответил вначале на ваш вопрос, кстати, по поводу вождения. Обязательно сделаю. 12 лет назад пережила онкологию, училась жить заново. Вот, умничка, умничка. Алена, еще к советам. Фокус на себя. Это ключевая опция. Да, для многих людей это ключевая опция. Знаете, пока мы не проживем вот этот фокус на себя, когда мы не наполнимся собой, кто-то будет называть это эгоизмом. Ничего подобного. Вот мы готовы помогать другим, делиться с другими, когда мы сами наполнены, когда мы сами преисполнены. То есть, когда наш стакан полон, и у нас уже через края выливается любовь, забота, внимание, то мы тогда уже можем ресурсно этим делиться с другим. Но когда у нас у самих там, условно говоря, в нашем сосуде дырка, когда из нас хлещет энергия, куда-то уходит, то мы не можем быть эффективными, помогая другим. Но многие люди об этом забывают. Поэтому сначала наполняем себя, потом начинаем уже излишками делиться с другими. Так, и видео в записи обязательно пересмотрю сначала. Думаю, там интересно. Ну да, я тоже думаю, там интересно. Не забывайте ставить лайки и писать
темы, которые вам актуальны, которые вам важны, в комментариях после того, как эфир закончится. Благодаря вашим темам мы будем создавать контент-план. Ребят, это не шутки, чтобы я тут не рассказывал о себе, какой я классный, красивый, и чтобы это был реально полезный для вас живой канал, где я вживую могу с вами пообщаться и поотвечать на ваши вопросы, на актуальные. Пишите, не стесняйтесь, просто напишите одно предложение, два предложения, мне интересно вот это, вот это. Если я в этом разбираюсь, если я в этом что-то понимаю, то я обязательно буду делать эфир на эту тему. Поэтому вот так. Ну что, мои дорогие, был рад с вами сегодня пообщаться. С вами был все тот же Юрий Пузыревский. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этими эфирами. И до следующего четверга в 20:30 по времени московскому.